В чем цель воплощения души в этой вселенной? И вообще, существует ли реинкарнация, да, перевоплощение и так далее? В том плане, как говорят об этом буддийские учения или индуистские. Ну, вообще, что ты об этом думаешь? Ну, на самом деле, о реинкарнации говорят не только буддийские и индуистские учения. Реинкарнация так или иначе свойственна всем древним религиям. Но христианство, допустим, не говорит. Не совсем так. Христианство, да, как и на самом деле мусульманство, является авраамической религией, которая базируется так или иначе на Ветхом Завете. А Ветхий Завет получил свое развитие в Кабале, которая является эзотерическим течением иудаизма, и в котором вопрос реинкарнации довольно-таки хорошо освещен и тоже хорошо, так сказать, используется для объяснения неких задач души и объяснения некоторых феноменов души, которые человек может наблюдать. Что касается в целом жизненной задачи души, да, и почему многомерное приходит в трехмерное для каких целей, то здесь нам нужно понять, что и признать, что так или иначе, когда мы не находимся здесь, мы представляем собой нечто иное. Да? Это нечто иное, его пытаются постичь все, без исключения религии, вообще является основой любой религии, это мировоззрение и ощущение того, каким мог бы быть Бог, предположение, каким бы мог быть Бог. Чаще всего люди, конечно, стремятся сделать Бога похожего на себя. Ну, как если был бы Бог у собак, то, скорее всего, это был большой собакой. Вот. Также и человек стремится Бога сделать похожим на себя, что в конечном итоге терпит крах, просто потому что по мере того, как развивается человеческая логика, меняется и Бог, и получается, какой Бог верный, какой неверный. Поэтому мне хочется все-таки, чтобы мы в текущем разговоре воспринимали Бога по некой следующей логике. Мне кажется, что если мы устраняем такие параметры нашей трехмерной реальности, как конечность, как пространство и время, то мы получаем только здесь и сейчас. Да? Если мы устраняем параметр пространства, то все везде, а если мы устраняем параметр времени, то все происходит сейчас. Соответственно, вопрос и иллюзия конечности и отделенности одного человека от другого, меня от тебя, нас с тобой от людей на заднем плане, она весьма условна и воплощается только в трехмерном теле. Да? Соответственно, все то, как мы можем понимать Бога, если мы понимаем под Богом все-таки некую высшую сущность, которая выходит за рамки нашего мира, то мы должны его понимать как единую сущность, которая объединяет нас всех. То есть это мы и есть? Да, в этом плане мы это и есть. Да? А в противном случае любая из альтернативных гипотез и любых альтернативных предположений будет всегда обусловлена человеческой логикой разделенности, которая абсолютно теряет всякий смысл, когда мы выходим из третьего измерения реальности. Вот как только мы выходим из третьего измерения реальности, никакая концепция Бога не выдерживает смысла. Теперь, если мы являемся Богом, если мы являемся в составном, в объединенном формате, когда мы не выражены в этих трехмерных телах, являемся единой сущностью, единым интеллектом, то зачем этому единому интеллекту, воплощаясь в трехмерный мир, дробиться на такое количество душ и быть на разном уровне, собственно, развития. Да, зачем это? Знаешь, есть же ни для кого не секрет, что есть души более молодые, менее опытные, более старые, более опытные, есть более духовные, есть люди более ориентированные на материальное. И, к сожалению, этот уровень, он поддается корректировке, но он все равно как развивается по законам нашего трехмерного мира, и опыт накапливается из жизни в жизнь. Да? Для чего это сделано? Соответственно, для чего? Если мы вспомним о истории творения, то мы всегда помним историю о неком... На самом деле, эта история свойственна как христианству, иудаизму, то есть авраамическим религиям, которые базируются на истории творения, описанной в Библии, так и возьмем древние шаманские учения, то везде есть некое идеальное состояние человека, некий райский сад, например, да, в котором есть люди, которые не подвержены, не обладают вирусом разделенности. То есть они не обладают противополярными эмоциями, они не обладают чувством стыда, не обладают чувством страха. Они находятся в естественном гармоничном состоянии, как на самом деле находится вся Вселенная, деревья, природа и все остальное. И в какой-то момент человек начинает узнавать различия, сущность начинает узнавать различия. И в этот самый момент происходит как бы то, что называется грехопадение. Ну, это оценочная логика, но происходит некое зарождение нашего мира таким, какой оно есть сейчас. В какой момент это происходит? Вот. И давай не с момента начнем, а с замысла, смысла. Если предположить, что высшая сущность, которая является мы сами, является целостной и является полностью развитой, то приход в эту трехмерную реальность является неким творческим замыслом по поводу того,
чтобы создать новые варианты, образы, сценарии и опыты, которые обогатят эту нашу общую сущность. То есть это для чего дети играют? Да? Для чего дети играют? Для себя, для своего удовольствия, и в игре выражается их творческое начало. Им интересно во что-то поиграть, кем-то прикинуться. Да? Это то же самое, та же самая логика и у Бога. Бог — это вообще большой ребенок. Он играет сам для себя, да? Девочка играет в куклу, она играет и за ту куклу, и за эту куклу. Да. Это одна и та же девочка, но эта кукла ведет себя так, эта кукла ведет себя так. Если мы представим, что у куклы есть первичное, что кукла — это животное, да, и у них есть первичное базовое сознание, то, соединяя свое сознание с сознанием этой куклы, кукла начинает себя как-то осознавать и думает, что она независима. Но на самом деле девочка ими обоими управляет. Девочка играет из-за того, и из-за этого парня, что называется. Соответственно, для Бога наш физический мир точно такая же игра. Да? Игра не в негативном смысле, а игра в самом чистом детском замысле. Да? Это некое творческое мероприятие, в котором маленькие кусочки Бога, можно сказать ангелы, да, как угодно, это в зависимости от различных традиций, эманации, есть очень эоны Бога, разъединяясь из плеромы. Сейчас говорим про такую, это такая каббалистическая традиция, каббалистические термины, разъединяясь из целого в отдельные эманации, приходит в эту физическую реальность, забывая, кто она есть на самом деле, порождает новые виды и конфигурации опыта. Это объяснение, оно трехмерно, и оно, опять же, базируется на логике подобия. Поэтому, но, к сожалению, на данном уровне развития мысли и сознания это единственное приближенное к истине объяснение, которое может существовать для смысла человеческой жизни здесь. Я полагаю, что есть некий более высокий замысел, помимо того, чтобы просто поиграть и создать новые опыты и посталкивать различные частички Бога, которые забыли, кто они есть. Я полагаю, что есть и другая задача в этом. Есть некие учения, которые и некие мыслители, и некие люди, которые находятся в контакте с Высшим, которые говорят, что этот опыт является важен не только для нас, и не только для Бога, но он важен для какого-то глобального процесса творения, и результаты нашего просветления здесь являются некой, скажем так, физической константой для развития всей Вселенной. Это тоже является некой подсказкой, и здесь, на самом деле, чтобы ответить на этот вопрос однозначно, нужно слушать себя и слушать свое ощущение блага. Если какая-то концепция вызывает у вас ощущение резонанса, то, скорее всего, она более близка к истине. Если вы в своем ощущении блага умеете это ощущение чувствовать и умеете в нем находиться, потому что ощущение блага в целом показывает, что вы соединены. Так вот, независимое внешнее благо, а вот внутреннее. Так вот, если мы приходим сюда, в эту реальность, и мы обладаем частицами полного развитого Бога, являемся частицами полного развитого Бога, то тогда сразу отпадает концепция о том, которую очень любят, о том, что мы здесь для того, чтобы развиваться. Эти души, которые не разовьются, есть какие-то якобы неразвитые души, которые приходят в этот мир, и почему-то они должны либо развиться, либо попасть либо в ад, либо в рай. Да? Опять же. Это не так, что ли? Это трехмерная концепция. Эта концепция идет из нашей логики. Почему? Потому что мы любим во всем начало и конец. Мы подразумеваем, что мы не развиты, приходим в этот мир, потому что мы себя мним отдельными от Бога. Как может быть Бог прийти в трехмерное тело неразвитым? Как может быть Бог неразвитым, да? Душа может быть неразвита. Как может, если душа является частицей Бога, как она может быть неразвита? Бог — это единство и совокупность. Если одна частица Бога о чем-то узнает сразу и другая. Кстати, пример по поводу того, как люди совершают самые великие научные открытия. Ты замечаешь, что открытие в науке часто происходит одновременно на разных частях земного шара. Идея приходит нескольким людям одновременно, и кто-то получает возможность ее реализовать. Точно, когда идея приходит одному, она приходит всему миру сразу. Просто есть те люди, которые открыты для нее, они улавливают и превращают. Ни одна частица Бога не может быть неразвитой. Неразвитой может быть только трехмерное творение. И, смотри, как это очень важно. И частицы Бога, приходя в трехмерное творение, могут это трехмерное творение развивать, сами при этом оставаясь развитыми. Поэтому то, что описывает, например, Майкл Ньютон, когда говорит, что душа растет из неопытной в опыт, но это неправда. Это, опять же, трехмерная логика достижения. Мы предполагаем, что Бог должен куда-то развиваться. Это логика конечности. Да? Это 3D. Да? Есть дорога, у нее есть начало и конец. Нет. Есть задача
по поводу того, чтобы развивать физическую реальность. Это более корректная с точки зрения духовной и даже физической логики концепция. То есть есть некий земной шар, да? Есть планета, на которой есть живая жизнь. Жизнь, да? Да. Эта жизнь обладает кодом Бога внутри, и обладает божественной частью ДНК, она обладает программой, она развивается потрясающим образом. Но эта жизнь, она не является в чистом виде просветленной. Ну, сам посмотри, животные поедают других животных. В этой жизни много страдания, даже и без участия человека. Она красива, она гармонична, но она не божественно, не божественно сбалансирована. Понимаешь, о чем я говорю? Она не сбалансирована в божественном плане, потому что в этой жизни есть страх и страдания, что являются энергиями, которые не являются божественными. То есть они являются божественными по своей сути, но они не являются резонирующими Богу. Вот так. Животные боятся, да? Вся природа пронизана страхом. Поэтому она сбалансирована, но не сбалансирована божественно. Она сбалансирована трехмерно. Понимаешь? Есть разница. Вот баланс Бога божественный и баланс трехмерный. Да? Как бы ты увидел разницу? Вот. Да. Очень просто. В балансе божественном нет места страху. Нет места трехмерным эмоциям. Как бы ты представил на этой планете, да, такое место? Мы сейчас поговорим про это. Вот. И в какой-то момент на планете возникает форма жизни, в которую может воплотиться Бог, и которая обладает максимальной дееспособностью за счет интеллекта, правильной конфигурации биологического тела, возможности использовать окружающую действительность и трансформировать ее в лучшую сторону. У человека есть этот потенциал. И тогда кусочки Бога приходят в этих ангелов, в этих сущностей, для того, чтобы суметь изнутри, потому что мы, тело наше, является неотъемлемой частью планеты. Мы животное, выросшее на этой планете. Он приходит в это тело. Он мог прийти в любое другое тело, любого другого биологического вида, потому что просто выбирается более дееспособное. Для того, чтобы изнутри изменить планетарную энергию и сбалансировать, сбалансировать по божественному принципу энергию этой планеты. Именно поэтому, если ты замечаешь, по ходу человеческой эволюции человек потихоньку развивается от более животного состояния сознания. Первобытные общества, они были основаны на страхе, на завоевании, то есть то, что демонстрирует животный мир. Да? Да. Животный мир, он это захватнический мир, это мир защиты, обороны, это мир постоянной борьбы за ресурсы. Человек это тоже вначале демонстрировал. Ты сказал такую тему, что Бог, да, приходит в тело человека. Да. То есть, получается, в животных нету Бога? Не совсем так. Давай я завершу мысль, запомни, ладно? После того, как человечество, цивилизация развивается, если ты видишь, то она начинает в этот мир, а мы животное биологическое, в этом мире возникают новые стандарты взаимоотношений, возникают варианты, когда мы можем причинять меньше вреда окружающей среде для своего благополучия. Возникают варианты, когда нам не нужно конкурировать и драться за еду. Возникают варианты, когда мы можем получать пищу, не вредя природе. Возникают те решения, которые природа сама выработать бы не смогла без божественной искры в ней. Поэтому наша задача как человека внести божественный вклад, помнишь, мы сейчас с тобой часто говорим, провести божественное знание, божественную энергию, божественную красоту и мудрость с многомерного в трехмерное. Мы просто канал, биологический канал. Так вот, если человек заводит животное, очень простой пример. Как мы влияем на окружающую природу. Когда человек заводит животное становится похожим на него. Да. Очень часто животное изменяет пристрастия свои. Например, хищное животное перестает есть мясо, если его хозяева не едят мясо. У нее пропадают инстинкты, которые формируются через страх. Животное начинает проявлять любовь. Животное начинает проявлять сострадание. Помнишь ролик про то, как собака спасает уток из лужи? Оно начинает проявлять сострадание, оно начинает проявлять сочувствие, оно начинает любить. Оно начинает вести себя подобно человеку. Как только животное оказывается опять в среде животных, оно проявляет животные инстинкты. Смотри, животное за счет энергии пребывания рядом с человеком изменяет своим инстинктам. Казалось бы, это код. Да? Код природный, да? Заложенный, закодированный. Нет, оно изменяет этим инстинктам. Весь окружающий мир меняется от энергии человека, потому что божественная часть в человеке, божественная часть в ДНК обладает способностью не только через руки и через звуки, которые человек может произносить, менять реальность, но он меняет своей энергией. Рядом со святыми людьми
по-моему, про Серафима Саровского есть история о том, что дикий медведь сел рядом с ним и просто успокоился, да? Рядом со святыми, достигшими просветления, то есть баланса и состояния потока, и ставшие проводниками потока людьми, их энергия трансформирует окружающий мир без непосредственного на него специального воздействия. Просто он ходит по этой планете, и хищные звери ложатся к его ногам. Они меняют свои инстинкты, они меняют свою природу. Это ты имеешь в виду под привнесением божественности, да? Да, абсолютно точно. И ситуация в чем? Ты заметил, что есть уже случаи автотрофных людей, которые питаются солнцем, питаются либо очень мало воды пьют, праной питаются, сыроеды. Сыроеды как там начальная стадия этого, да, вот более высокого питания. Человек со временем может прийти к питанию энергией, праной. Что это значит для природы в целом? Как ты думаешь? Давай подумаем. Он не будет уже жрать животных, как минимум. А как ты думаешь, как же на животных это скажется? Возможно, они тоже начнут. А представь себе мир, в котором животное не поедает другое животное. Представь себе мир, в котором для каждого животного энергии настолько в изобилии, что у них исчезло чувство страха. Представь себе мир, в котором животное дружит с другим животным и нет понятия пищевой цепи. Представь себе мир, в котором природа, животные и растения находятся в таком балансе, что никто не причиняет боли другому. Думаешь, это конечная цель как раз таки есть? Это не конечная цель, но это то, куда это идет. Если туда идет человек. Потому что человек, обладая связью с божественным и обладая связью с центром, энергетическим центром планеты, планета — это сущность, это душа, обладая связью с ней, через себя, как точку сборки, изменяя и трансформируя энергию в себе, изменяет сами принципы, на которых держится эта планета. Это сложная, глубокая концепция, но человек, сидящий, медитирующий под деревом, когда его никого не видит, может изменить и может устранить войну. Он может отменить цунами. Он может изменить решение в головах политических лидеров, которые примут решение о конфликте вооруженном. А если их несколько сидит, их энергия настолько сильна, что они могут трансформировать политические, исторические события. Это фактически так. Смотри, сейчас наши зрители пойдут под дерево, сядут и начнут не обязательно. Я на своих вебинарах часто прошу сосредоточиться на общем единстве и вот в этом круге загадывать желания и манифестировать цели, которые хочется, для того, чтобы эта энергия групповая их усилила. Все очень просто. Человек как источник Бога, когда несколько потоков Бога, то есть когда Бога становится чуть больше, он становится чуть более единым, открывается такой портал, который позволяет это суммарный канал получается. Этот канал сильнее, чем канал индивидуальный, потому что индивидуальный канал можно заглушить, он может быть заглушен неприятными мыслями, он может быть подавлен, он не постоянно работает. Мы все не возносимся пока в этом мире. Но когда людей несколько, и они настроены на одну цель, этот поток действительно трансформирует реальность. Именно поэтому задача человеческой души, она именно в этом. Открыть, не помня, кто ты есть, прийти в эту реальность, преодолеть иллюзию внешнего, которая подразумевает разделение, страдания, боль, страх, и я не такой, как ты, прийти к пониманию единства реальности и через это понять, что ты соединен с Высшим Творцом и с самой сутью Земли, пропустить эту энергию и отдать ее в мир так, чтобы изменилась вся система, и твоя жизнь стала в этом процессе наполненной, счастливой, сбалансированной, и в ней появилась радость. Потому что радость — это абсолютно естественно для твоей подлинной сущности. Поэтому зачем приходят души? Именно за этим. Приходят ли души сюда для того, чтобы развиваться, и если неугодные или угодные души? Нет. Еще Иисус в своей притче о блудном сыне сказал то, что для Бога любая душа, которая для целого, да, для семьи, я Бога понимаю как семья, то есть совокупность сущностей, которые находятся в любви друг к другу. Ты знаешь, иногда даже в человеческом обществе семья выступает как единое целое. То есть семья решает, семья говорит, семья действует, да. Не всегда адекватно, конечно. Нет, не так. Когда ты и семья, когда вот семья, она может действовать как единый разум. Вот Бог — это очень сильно соединенная семья, как единый разум. Там не теряется индивидуальность, но она расширяется. Тебя просто много. Так вот. То есть Бог проявляется в каждой душе как свою индивидуальность. Точно, свою грань, это как кристалл, который проявляет свою грань. Да? Но каждая грань соединена с центром кристалла. Вот. Соответственно, когда человек возвращается, Бог его не судит, даже чтобы он не совершил, потому что то, что он делает на трехмерном мире, это не проблема души, это проблема того, что
душа не смогла пока достучаться до трехмерной биологической сущности. Это проблема планеты, это проблема тела, которая не смогла... чтобы решать эти проблемы, правильно? Да, мы сюда приходим для того, чтобы выступать проводниками или посланниками Бога, трансформировать принципы этой планеты. И эта трансформация, она безумно важна, просто как, наверное, важнейший эксперимент во Вселенной, сможет ли высокая сущность спуститься в самую глубину плотной материи, в высоковибрационной сущности, приходит в низковибрационную материю, и сможет ли она на плотном уровне вибраций, где есть иллюзия разделенности и полярности, есть хорошо-плохо, конец, начало, расстояние, время, пространство, когда вот это все, может ли туда эти божественные принципы дойти? Может ли свет пройти в самые дальние уголки темной комнаты? А не этот ли свет создает сам эту игру, то есть саму эту комнату? Я бы сказал, что физический мир обладает различными уровнями глубины, да? И Бог в этом плане выступает тем светом, который стремится достичь максимальной глубины и навести там, ну не то что порядок, а выровнять эту глубину в соответствии с принципами божественности. Бог — это просто любящий прожектор, а мы здесь являемся посланниками этого любящего прожектора. Не Бог ли создал этот мир, получается, И он этот мир создал. Это как ребенок, который сначала на пляже, он сидит на пляже, там песочек есть, он сначала лепит из этого пляжа крепость. И эта крепость — новый мир. Да? После этого он хочет, чтобы эта крепость была обжитая, поэтому он берет своих солдатиков или маленьких человечков и начинает в этой крепости ими играть. Происходит игра. И происходит маленькое чудо оживания того, в чем прежде не было жизни. Это был просто ровный песок. В нем возникает жизнь, и в нем возникает согласованность, любовь, радость, смысл и замысел. Вот это очень приблизительные слова. Это я все хожу вокруг да около, потому что наш язык не предусмотрен для того, чтобы выразить идеальную чистоту истины. Ну, мы можем как-то подходить. Но если это резонирует с тем, как вы это воспринимаете, я прошу воспринять воспринять и задуматься об этой концепции. Если воспринимаете это резонирующим со своим внутренним источником блага, если эти мысли, проще говоря, вас успокаивают, если эти мысли дают вам надежду, если мысли о том, что вы сюда не в наказание, и вы не должны преодолеть круг сансары для того, чтобы достичь просветления, и что вы не должны выслужить 50 тысяч поклонов перед Богом, настукать в храме для того, чтобы заслужить прощение, что вы не здесь для того, чтобы это не тюрьма Вселенной, да, а вы здесь для того, чтобы быть посланниками и ангелами Бога, и каждый человек является ангелом Бога в этом мире, послом, амбассадором любви и чистоты. И единственный наш грех в том, что мы не позволяем нашей подлинной сущности достучаться до нас. От этого подлинная сущность наша не несет за это ответственности. До нас, в смысле, до тела. Да, она не несет за это ответственности. То есть не так, она не будет потом осуждена за это. Это не открывает для нас путь к вседозволенности, это открывает для нас возможность достичь такой слаженности с подлинным собой, чтобы наша жизнь стала по-настоящему... Продолжением нас, да. Наша жизнь стала продолжением нас, очень точно. И если действительно это успокаивает, такая концепция, то попробуйте о ней задуматься, потому что если что-то резонирует с благом внутри нас, то, наверное, это ближе к истине. Потому что благо, то, что повышает качество нашей жизни, а в конечном итоге это все, что нам доступно, это быть счастливыми. И то, что нам доступно достичь в этой жизни, это просто прожить счастливую жизнь. Поэтому если эта идея, в котором нам не нужно бояться и чувствовать свою греховность, чувствовать свое... и чувствовать желание куда-то развивать свою душу. Да, мы должны развиваться, но мы должны развиваться не в том, чтобы развивать душу, а в том, чтобы душе позволять выражаться в нашем теле. Вот и все. В нашем биологическом существе.